Блокчейн. Популярное слово в криптовалюте. Многие слышали о нем. Но что на самом деле означает блокчейн? Что это такое и как вообще объяснить, как работает блокчейн? Всем привет, друзья! И тема моего сегодняшнего видео рассказать вам, что на самом деле такое блокчейн. Не каждый человек сможет объяснить какому-то там начинающему криптовалютчику или человеку далекому от криптовалюты, что такое блокчейн. До поры до времени я тоже не мог объяснить, что такое блокчейн. Я знал, что это такое, как он работает, но на словах криптовалюты. А вот обычными словами нормальному человеку я не смог объяснить. И в этом видео я разберу тему блокчейна и расскажу, как это работает и для чего он нужен. Если же мы запросим у Гугла, что такое блокчейн, он нам выдаст вот такую информацию. Технология блокчейн – это усовершенствованный механизм базы данных, который позволяет организовать открытый обмен информацией в рамках бизнес-сети. База данных блокчейна хранит данные в блоках, связанных между собой цепочку. Согласитесь, не все понятно. На самом деле нифига ничего не понятно. Даже если мы запросим у Гугла, что такое блокчейн в криптовалюте, он нам выдаст такую информацию. Блокчейн — это особые базы данных, которые также называют децентрализованным цифровым реестром. Он поддерживается множеством компьютеров по всему миру. Данные блокчейна хранятся в блоках в хронологическом порядке и защищены с помощью криптографии. Давайте откроем, что такое блокчейн для чайников. Блокчейн дословно переводится как цепочка блоков. Иными словами, это последовательность, образуемая непрерывно соединенными между собой блоками данных, каждый из которых содержит некую информацию, например, о совершенных транзакциях. Ну и даже в этом случае, согласитесь, что нифига ничего не понятно. И теперь я вам расскажу, что же такое блокчейн. Давайте с самого начала. Как работает обычный интернет. Я захожу на какой-то сайт, включаю там, Lost Film или еще какой-нибудь сайт, включаю ролик, смотрю его, и этот ролик хранится на серверах вот этого сайта Lost Film. Сервер, если говорить максимально просто, это очень-очень-очень мощный компьютер. Он обеспечивает всю работу сайта и хранит все данные. Это некий центр. И если этот сервер вдруг сгорит, все, господа, ролика не будет. Это конец. Этот ролик будет уничтожен вместе с сервером. А теперь принцип блокчейна. Блокчейн — это цепочка блоков, и вся информация хранится именно в этих блоках, которые создают и обслуживают майнеры. Если простыми словами, в привычном интернете есть центры хранения информации. В блокчейне никакого центра нет. Информация хранится и обрабатывается одновременно на нескольких компьютерах, а точнее на огромном количестве компьютеров всех участников сети. И сеть обслуживается не мощностью центра, а мощностью сразу всех устройств. Если сгорит 1, 2, 3, там сотни компьютеров, это не беда, потому что все те же самые данные записи записаны на других остальных устройствах. Но идея в том, что вся информация хранится в блоках. То есть, если какой-то отдельный пользователь захочет удалить или изменить ее, ничего у него не получится. То есть, блокчейн не зависит ни от кого, и влиять на него очень-очень сложно. Это практически невозможно. Так как же пользоваться блокчейном? Также заходим в Google. Здесь мы пишем Etherscan, поиск, Etherscan.io. Вот, ребята, на самом деле блокчейнов много. Это и Binance Smart Chain, это и Ethereum, это и Ton, и Solana, и везде можно им пользоваться. Главное, через какой блокчейн вы работаете. Я же сейчас зашел в блокчейн Ethereum. И вот в этой строчке, допустим, мы пишем свой адрес. Адрес, допустим, кошелька, где вы хотите посмотреть, то есть это MetaMask, Trust Wallet, либо адрес биржи. И везде он будет разный. Если вы работаете с разными кошельками, у вас будет адрес разный. Так как же с ним работать? Блокчейн, транзакции, и мы видим всех участников, кто вот переводил у нас откуда куда. То есть мы не знаем этого человека,
Он может быть в любой стране, также и в России, может быть в Китае, в Японии, и куда-то переводит. Либо кому-то другому человеку, либо себе из одного кошелька в другой кошелек, либо с биржи на кошелек, или также обратно с кошелька на биржу. И транзакции у нас также здесь каждый день тысячи транзакций происходят. Мы видим то, что вот 16 секунд назад перевел, все отлично прошло, и также может любой человек зайти и посмотреть. Также я могу, допустим, посмотреть любого другого человека, зная его адрес, зайти и посмотреть, куда он переводил. Также и себя любой человек может посмотреть, просто введя свой адрес вот в эту строчку и также посмотреть, дошли они или нет. И также надо очень внимательно вводить адрес, куда вы хотите перевести. Допустим, если вы хотите с биржи на кошелек перевести, то внимательно смотрите свой адрес и переводите. Если же до вас не дошли они, заходим в блокчейн и вводим здесь в этой строчке свой адрес и смотрим, дошли они или нет. И смотрим адрес. Если же дошли, а к вам не пришли, сравниваем адрес. Адрес сравниваем вот такой, который у нас находится здесь. Вот это адрес не мой, это другого человека, я даже не знаю, кто он. Вот, если же они дошли, вот, допустим, отсюда, куда он переводил, сюда. И если они дошли, то через какое-то время до вас должны тоже они дойти, уже быть в вашем кошельке. Вот, если же они не дошли, сравнивайте адрес. Возможно, вы ввели не тот адрес, а просто отправили человеку, другому человеку. Также, зная адрес любого другого человека, мы не можем как-то с его вот этого адреса перевести себе на кошелек. Вот эти токены, зная адрес, этого мало, потому что блокчейн, он не взламывается. Если же сейчас кто-то вдруг скажет, да, у меня взламывали, у меня угоняли криптовалюту, у меня воровали мошенники. Ребята, это взламывали не блокчейн, это взламывали ваш же кошелек и по вашей же вине. Потому что на сайте очень много мошенников, которые, допустим, вы подключаете свой кошелек MetaMask либо Trust Wallet, у вас там просят вашу сид-фразу, и вы, не думая то, что вы подключаетесь к какому-то мошенническому сайту, просто вводите эту сид-фразу, и тем самым мошенник, уже зная вашу сид-фразу, заходит в ваш кошелек и с вашего кошелька перечисляет деньги через какой-то любой другой блокчейн себе на кошелек в вашу криптовалюту. Поэтому будьте очень аккуратны и никогда не вводите сид-фразу. Сид-фраза вводится только если вы входите в свой кошелек. И всегда, когда вы даже подключаетесь к какому-то сайту свой кошелек, всегда его потом сразу отключайте от этого сайта. Потому что мошенник, зная вашу сид-фразу, он уже автоматически знает весь ваш кошелек, и даже пароль ему не нужен для этого, чтобы взорвать вашу криптовалюту. Итак, ребята, что ж, до свидания, всем пока. Я разобрал достаточно такую сложную тему, на которую еще не каждый сможет ответить нормальным человеческим языком, объясняя это простому человеку, кто не связан с криптовалютой. И, ребят, надеюсь, это видео было вам очень интересно и полезно. Поэтому, ребята, всем до свидания, пока. Всех благодарю за просмотр этого видео. Всем удачных инвестиций. Берегите свою криптовалюту, защищайте ее. И до следующих выпусков.